Я хочу задать вам один вопрос. Когда вы в последний раз покупали вещь, которая прослужила вам больше 10 лет? Подумайте честно. Не вспоминается быстро, правда? Зато другое вспоминается очень хорошо. Телефон, который начал тормозить ровно после того, как вы обновились. Стиральная машина, которая сломалась через 2 месяца после окончания гарантии. Наушники, у которых перестало работать одно ухо ровно через год. Куртка, которая потеряла форму после 3-й стирки. Холодильник, который прожил 4 года и умер тихо, без объяснений. Но зато советский холодильник на даче вашего дедушки стоит там 30 лет, может 40. Гудит немного громче, чем положено, но морозит, работает и не ломается. Или пылесос, который до сих пор лежит у него где-то в кладовке. И если вы его включите, он 100% заработает. Вы никогда не задавались вопросом, а как это возможно? Как вещи, сделанные 50 лет назад на устаревшем оборудовании, из металлов, которые сегодня считаются примитивными, служат полвека? А вещи, которые вы купили 3 года назад, используя технологии будущего, собранные роботами с точностью до микрона, уже просят замены. Я не говорю о советском качестве, мол, раньше было лучше. Я говорю о цифрах. По данным исследовательской компании Statista, средний срок использования смартфонов в 2024 году составил 2,5 года. 2,5 года телефон либо ломается, либо настолько замедляется, что им невозможно пользоваться. При этом в 2019 году этот же показатель был почти 3 года. То есть смартфоны не становятся долговечнее, они становятся короче, с каждым годом. Средний срок службы современной стиральной машины от 8 до 10 лет. Это данные австралийской организации по защите прав потребителей, которая опросила в 2023 году 3500 человек. 8 лет. Некоторые бренды меньше. Electrolux в этом же исследовании показал первую серьезную поломку уже через 6 лет. Теперь смотрите на машины. Китайский автопром последних лет — это отдельная история. Chery, Geely, Zeekr, огромные экраны, панорамные крыши, камеры со всех сторон, датчики, которые знают о вас больше, чем ваша мама, и цена вдвое ниже европейских аналогов. Покупатели в восторге. А потом наступает второй год, третий, начинает глючить мультимедиа, датчик парктроника выходит из строя, электронный блок управления коробкой передач, замена от $1000, программное обеспечение, которое управляет половиной функций машины, обновляется только у официального дилера с официальными ценами. Но подождите, скажете вы, это же Китай, качество, понятно. Хорошо, возьмем Европу. BMW, Mercedes, Volkswagen до начала 2000-х – это машины, которые ездили 200-250 тысяч километров без капитального ремонта. Их чинили в обычном гараже, обычные механики с обычными ключами. Запчасти стоили разумных денег. Сегодня после 100 тысяч километров начинается растяжение цепи ГРМ, износ двойного сцепления, выход из строя электронных блоков управления, ремонт только у официального дилера, только с фирменной диагностикой, только оригинальные запчасти, которые дистрибьютор продает с наценкой в 300, иногда в 400%. Простую замену масла на некоторых современных моделях невозможно сделать без снятия специального пластикового поддона, который перекрывает доступ к фильтру. И поверьте, он там не случайно. А одежда? Найдите любую вещь 2005 года. Пиджак, свитер, джинсы. Потрогайте ткань. А теперь возьмите то, что купили в прошлом сезоне в Zara, H&M или любом другом масс-маркете. Потрогайте. Разница заметна даже на ощупь. Ткань стала тоньше, швы проще, фурнитура дешевле. Там, где раньше были плотные материалы, хорошие пуговицы и нормальная подкладка, сегодня все чаще используют пластик, синтетику и максимально дешевые ткани. По данным организации Changing Markets Foundation, крупнейшие бренды быстрой моды – это Zara, H&M, Boohoo, величевой долей синтетических материалов в своих коллекциях. В Boohoo в 2024 году синтетика составляла 68% всех используемых тканей. Синтетика дешевле хлопка. Синтетика производится быстрее и синтетика изнашивается быстрее. Ваша куртка расползается через сезон, и вы придете за новой. Это называется быстрая мода. С 2000 года мировое производство одежды выросло на 60%. Мы покупаем больше, а носим меньше. И последнее, умная техника. Вы купили робот-пылесос, или умную колонку, или фитнес-браслет, или систему умного дома. Потратили несколько сотен долларов, а то и больше. Устройство работает, вы довольны. А потом компания закрывает облачный сервис. И устройство превращается в кусок пластика. Не потому что сломалось, физически оно в порядке. Просто кто-то в офисе принял решение отключить программное обеспечение. И это происходит регулярно. Google в 2016 году купил компанию Revolve, которая делала умные хабы для дома. Через 2 года закрыли облако, устройства перестали работать. Люди, купившие с пожизненной гарантией, получили кирпичи. В 2022 году компания Stion, один из лидеров рынка умного дома, без предупреждения отключила сервисы. В один день тысячи людей проснулись и обнаружили, что их умный дом больше не умный. Ни света, ни замки, ничего не работало. В 2025 году компания Belkin отключила облако для всей линейки Уйма, умных розеток и выключателей, которые продавались миллионами по всему миру. Частичная компенсация только для тех, у кого еще действовала гарантия. Остальные сами разбирайтесь. Вы не сломали эти вещи.
Вы даже не роняли их. Вы просто купили их у компании, которая однажды решила, что поддерживать сервис дороже, чем продавать вам новые. И таких примеров полно. Самый большой скандал 21 века. Компания Apple, которая в 2017 году специально замедляла старые айфоны через обновление прошивки. Люди шли в магазин за новым телефоном, хотя старые еще могли вполне работать. Apple проиграла суды по всему миру. В США, в Европе, Азии. Сумма выплат составила до $500 миллионов, из которых 310 миллионов пошли напрямую обманутым пользователям. Понимаете, технологии стали лучше, производство дешевле, инженерные знания глубже, автоматизация выше, при этом вещи хуже. Объяснений этому может быть несколько. Глобализация, давление на себестоимость, конкуренция по цене – все это правда, частичная. Что если тормозящий телефон, машина, которая ломается на 5-й год, одежда, которая расползается через сезон, умная колонка, которая умерла после отключения сервиса – это не просчеты инженеров и не издержки глобализации? Что если это результат работы системы, которую лучшие умы выстраивали годами? Системы, у которой есть единственная задача – сделать вас достаточно довольным, чтобы вы не ушли, и достаточно неудовлетворенным, чтобы вы вернулись за новой. Желательно через год. Это бизнес-модель, математически выверенная, юридически защищенная, и она работает прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. К концу этого ролика вы поймете, лучший инженер в крупнейшей корпорации мира получает зарплату не за то, чтобы сделать вещь, которая прослужит вечно, а за то, чтобы рассчитать точку, в которой она ломается, именно тогда, когда нужно компании. Лучший фармаколог получает задание не придумать лекарства от всех болезней, а создать препарат, который будет управлять ею всю вашу жизнь. Потому что вылеченные пациенты – это потерянные клиенты, и все это не теория заговора. Это план, которому больше 100 лет. – 23 декабря 1924 год. Женева. За несколько дней до Рождества. На улицах горят огни, люди покупают подарки, дети пишут письма Санте. Рождественская суета. Тем временем в закрытом конференц-зале отеля проходила встреча, о которой вы никогда не слышали. За столом топ-менеджеры крупнейших производителей электрических ламп в мире. Немецкий Osram, нидерландский Philips, французская компания De Lamp, американский General Electric, плюс еще 4 компании из Венгрии, Великобритании, Австрии и Японии. Они основали организацию и назвали ее красиво – FEB, в честь греческого бога света Феба, покровителя искусств и солнца. Это был первый в истории глобальный картель, состоящий из транснациональных компаний, официально юридически оформленная структура. Они поделили весь мировой рынок ламп по регионам, установили квоты производства, назначили цены, договорились об обмене патентами. Но было кое-что еще. Пункт, который потом назовут главным преступлением против прогресса. Они договорились о том, что лампочка не должна гореть слишком долго. Вдумайтесь об этом. Группа инженеров и бизнесменов собрались и приняли решение сделать свой продукт хуже. Намеренно. Юридически закрепили это решение и ввели систему штрафов для тех, кто нарушал правила. К 1924 году лампочка технологически была почти совершенна. Вы знаете, сколько горела первая лампочка, которую Эдисон показал миру? В 1879 году. 2500 часов. Это почти 3 года непрерывного свечения. 3 года. К 1920-м инженеры довели этот показатель еще дольше. Лампы накаливания становились долговечнее, ярче, дешевле, прогресс шел полным ходом. И вот в чем была проблема. Если лампочка горит 2500 часов, люди просто не покупают новые. У вас есть лампочка в люстре, в настольной лампе, в коридоре, она горит. Зачем вам вторая, третья? Рынок насыщается, продажи падают, прибыль стоит на месте. Что сделали лучшие инженеры мира? Они решили сделать лампочку хуже. Картель установил стандарт. Лампочка должна гореть не более 1000 часов. Производители, чьи лампочки горели дольше, штрафовались. Инженеры, которые всю жизнь соревновались, кто сделает лампочку ярче, долговечнее, экономичней, теперь получили задание сделать ее хуже. Но так, чтобы покупатель не заметил. И они сделали. Утончали нити накала до предела, меняли состав газа внутри колбы, рассчитывали точку отказа с математической точностью, и все это под видом стандартизации качества. Результат: за 7 лет с 1924 года по 1931 год средняя продолжительность жизни лампочки упала с 80 сотен часов до 200 сотен 5 часов. Падение на треть. Ни один завод в мире больше не производил лампы, которые горели больше более 1500 часов. Продажи выросли с 335 до 420 миллионов ламп в год. Цены при этом не упали, они выросли. Это и есть запланированное устаревание.
Они создали систему, которая убивала лучшее инженерное решение, потому что они были слишком хороши для бизнеса. И я хочу, чтобы вы кое-что представили. Есть одно место в Калифорнии, пожарная станция в городе Ливермор, недалеко от Сан-Франциско. Там висит лампочка, обычная на вид, стеклянная груша с нитью накала. Она горит с 1901 года, 125 лет, без прерыва. Ее выключили всего несколько раз. Один раз при переезде станции, еще пару раз при скачках напряжения. Остальное время она просто горит. Днем и ночью, год за годом. Она занесена в книгу рекордов Гиннесса. У нее есть собственная веб-камера, вы можете открыть браузер прямо сейчас и увидеть, как она горит. Технологии, позволяющие сделать такую лампочку массово, а именно прочную, долговечную, почти вечную, существовали уже в 1924 году. Инженеры знали, как сделать нить накаливания проще, как подобрать оптимальный газ, как рассчитать конструкцию, чтобы она работала десятилетиями. Но картель ФЭБ принял решение, что вы ее не получите. И вы ее не получили. До сих пор. Вы идете в магазин, покупаете лампочку, она перегорает через год, вы идете снова. Вы думаете, что это нормально, что лампочки всегда так работали. Нет, это результат решения, принятого в Женеве в декабре 1924 года. Картель ФЭБ распался в 1939 году, его убила Вторая мировая война, глобальные цепочки разрушились, стало не до картелей. Но идея пережила войну, она не исчезла. Она стала негласным правилом всей индустрии. И знаете, что произошло дальше? В 1932 году американский экономист Бернард Лондон поддержал идею. Называется «Выход из депрессии через запланированное устаревание». И он предлагал нечто радикальное. Он предлагал сделать это законом, официально. Государство должно устанавливать сроки жизни каждого товара, и после истечения этого срока товар подлежит уничтожению, даже если он работает, чтобы стимулировать производство. Закон не приняли, это сочли слишком жестко даже для Великой депрессии. Но идею услышали и приняли к сведению, не как закон, а как бизнес-принцип. Сделайте вещь так, чтобы она не служила вечно, и вы будете продавать снова и снова. Сейчас, почти 100 лет спустя, этот принцип в вашем телефоне, в вашей машине, в вашей одежде, в ваших лекарствах. Декабрь 2017 года. Пользователи смартфона по всему миру начали замечать странное. После очередного обновления iOS, того самого, которое исправляет ошибки, повышает производительность, их телефоны внезапно начали тормозить. iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE, не прям старые, заметьте, рабочие, нормальные телефоны. Еще вчера они летали. Сегодня приложение открывается по 3 секунды, клавиатура выскакивает с задержкой, интерфейс дергается, форумы взрываются, пользователи проверяют, переустанавливают, сбрасывают настройки, ничего не помогает. Apple молчит. День молчит, неделю молчит, а потом признается. Да, мы замедляем процессор ваших старых телефонов через обновление. Старые литиевые батареи со временем деградируют, говорят они. Если старый аккумулятор не может выдать пиковую мощность, а процессор ее требует, телефон внезапно выключается. Что бы это ни происходило, мы ограничиваем производительность процессора, защищаем вас от неожиданных отключений. Звучит почти логично, правда? Тогда почему Apple сделала это без вашего ведома? Без предупреждения, без пункта в настройках, отключить замедление, если вы готовы рискнуть. Просто взяли и сделали ваш телефон хуже. А теперь самое интересное. Люди с тормозящими телефонами шли в магазин Apple. Продавец запускал диагностику, смотрел на экран и говорил: ваш телефон устарел, процессор не тянет новую версию iOS, пора менять новую модель. И люди покупали новые айфоны за $1000, потому что никто не сказал им правду. Ваш телефон работает нормально, просто мы его специально замедлили. Замените батарею за $50, и он снова будет как новый. На Apple подали в суд по всему миру. В США коллективный иск на $500 миллиарда. Во Франции уголовное расследование, потому что там запланированное устаревание запрещено законом и карается тюрьмой до 2 лет для топ-менеджеров. В Италии штраф на $83 миллиона. В 2020 году Apple согласились урегулировать американский иск. Сумма выплат от 310 до $500 миллионов. Каждый пострадавший пользователь получил на руки около $92. Компания при этом не признала вины. Она сказала: мы пошли на мировую, чтобы избежать судебных издержек. Но Apple не остались в минусе, потому что прибыль от обновлений, которые гнали люди в магазин за новыми телефонами, была несопоставимо больше, в разы, в десятки раз. Картель ФЭБ штрафовал тех, кто делал лампочки, которые горят слишком долго. Apple заплатила штраф за то, что кто-то заметил, как она делает телефоны хуже. Но бизнес-модель не изменилась, она просто стала аккуратней. Еще одна мировая трансграничная компания Tesla, которую Илон Маск продает как символ технологического прогресса. Будущее, которое наступило, электромобили, которые должны быть умнее, совершеннее и долговечнее бензиновых машин.
19 год. Дистанционное программное обновление всех машин, то, чем Tesla гордится больше всего. Вы паркуетесь вечером с одной версией прошивки, а утром просыпаетесь с новой. Удобно, да? Владельцы Model S в США просыпаются, садятся в машину и видят, запас хода упал на 20, а у некоторых на 30%. Вчера они проезжали 400 км на одном заряде, сегодня 300 или 280. Они звонят в поддержку. Им отвечают: нет, батарея не износилась, просто мы изменили программное обеспечение, это для безопасности аккумулятора, объясняет Tesla, чтобы продлить его жизнь. Звучит знакомо, да? Прям как история с Apple. Чтобы восстановить прежний запас хода, замените батарею. Стоимость замены от 10 до 15 тысяч долларов. Машина та же, батарея та же. Код изменился и машина стала хуже. Владельцы подали коллективный иск. Tesla отбивалась. Некоторые получили компенсацию, но суть осталась. Программное обеспечение, которое контролирует вашу собственность, может быть изменено производителем в любой момент, и вы ничего не можете с этим сделать, потому что вы не владеете кодом. Код принадлежит им. Бывший инженер General Motors дал интервью несколько лет назад. Оно наделало много шума в автомобильном мире. Он сказал прямо: не обслуживайте свою трансмиссию в течение 100 тысяч миль, не меняйте охлаждающую жидкость на протяжении 150 тысяч миль. И как ты знаешь, в конечном итоге это стало означать: не делай этого никогда. Замени охлаждающую жидкость. Никогда не обслуживай свою коробку передач. И это было частью дальнейшего запланированного устаревания. Они хотели, чтобы у тебя была машина на 100 тысяч миль пробега, чтобы она по сути сдохла, чтобы они могли продать тебе другую машину. Их можно было чинить самому, в гараже, обычными ключами. Замена тормозных колодок, масла, свечей – это были получасовые операции, которые мог сделать любой, кто умеет держать гаечный ключ. Новые автомобили проектируются иначе. Электронные блоки управления, которые блокируются, если их трогает неавторизированный механик, проприетарный код, который нельзя прочитать без специального оборудования от дилера, датчики, которые требуют официальной диагностики, и каждый чип стоит в 10 раз дороже, чем его рыночная цена. Живой пример. Простая замена масла на некоторых современных машинах требует снятия пластикового поддона, в котором нет отверстия под фильтр. Специально конструкторы сделали так, чтобы вы не могли слить масло самостоятельно и поменять фильтр без специального инструмента и специального доступа. Только дилер. Производители автомобилей активно лоббируют против законов о праве на ремонт. В США, в Европе, везде. Против законов, которые позволили бы вам или любому неизвестному механику самостоятельно чинить вашу собственную машину. Почему? Потому что если вы чините ее сами, вы не платите дилеру, а дилерский сервис – это отдельный огромный бизнес с маржой на запчасти в 300, 400, а иногда и 500%. Это не ремонт, это бизнес на вашей неспособности починить то, что вам принадлежит. Есть одна история, которую мало кто знает, про DuPont. В 30-е годы компания DuPont представляет миру нейлон, первое синтетическое волокно, невероятно прочное, эластичное, дешевое. Из нейлона делают щетину для зубных щеток, рыболовные лески, парашюты, а потом появляются нейлоновые чулки. Женщины по всему миру сходят с ума. Чулки не рвутся, не сползают, служат годами. В рекламных роликах DuPont демонстрируют чудеса. Из нейлонового чулка делают веревку, привязывают ее к автомобилю и буксируют машину. Чулок не рвется. Продажи взлетают до небес, а потом падают, резко. Почему, спросите вы? Потому что чулки не рвутся. Женщина купила 2 пары, и они служат ей 3 года. Новые не нужны. Что делает DuPont? Меняет рецептуру нейлона, вводит намеренную слабость в структуру волокна. Теперь чулки рвутся при первой затяжке. Продажи снова взлетают. Сегодня это называется быстрая мода. Это целая индустрия. Новая коллекция каждые 2 недели. Ткань тоньше, потому что тонкая ткань дешевле. Швы хуже, потому что плохой шов быстрее рвется. Синтетика везде, где раньше был хлопок, потому что синтетика быстрее изнашивается. Ваша одежда не должна жить долго. Она должна выглядеть красиво в магазине и убедить вас вернуться через 3 месяца или через полгода. Но не позже. По данным Changing Markets Foundation, доля синтетики в коллекциях быстрой моды достигла 68%. 68% пластика в вашей одежде. И этот пластик быстро выцветает, быстро протирается, быстро рвется. И таких примеров много. Но главное, что вы должны понять. Одна и та же логика везде. На протяжении 100 лет. Вещь не должна служить долго. Она должна служить ровно столько, чтобы вы не успели разозлиться, и ровно столько, чтобы вы вернулись за новой. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете покупать новую вещь. Перед тем, как мы продолжим, вы знали, что создатель компании Tesla Илон Маск готовит IPO SpaceX. По слухам, это может стать крупнейшим первичным размещением акций в истории. Оценка компании от 1,7 до 2 триллионов долларов. Это больше, чем Meta и Tesla вместе взятые. Если сделка пройдет успешно, Илон Маск может стать первым в истории триллионером. Рынок пытается оценить SpaceX как смесь ракет, Starlink, оборонных контрактов, спутникового интернета, будущей AI-инфраструктуры в космосе и ставки на Starship. И это реально
реально может изменить мир. Такие события двигают экономику, рынки и нашу жизнь. Разбираться и понять, как на этом зарабатывать, это уже не просто интерес, а необходимость в современном мире. Именно об этом я рассказываю в своем телеграм-канале. Веду его уже больше 4 лет, нас уже почти 40 тысяч. Мы разбираем, как устроена мировая экономика, какие события на нее влияют и, что самое главное, как на этом зарабатывать. Мы одна большая семья, и я благодарен каждому подписчику. Скоро пройдет большой розыгрыш, так что подписывайтесь. Все, о чем мы говорили до этого момента, это обычные вещи. Но та же самая логика, та же самая система стимулов, те же самые квартальные отчеты работают в области, где ставки несопоставимо высокие, где на кону не ваши деньги, а жизни. Я говорю о медицине, потому что если производитель лампочек решает, что ваша лампочка перегорит через 1000 часов, вы останетесь без света. Это неприятно, но не смертельно. А если фармацевтическая компания решает, что лечить болезни выгодно, а выгодно только управлять ее симптомами на всю жизнь, то вы не просто теряете деньги, вы теряете годы своей лучшей жизни и полноценную жизнь целиком. Посмотрите на этот документ, он все объясняет. В апреле 2018 года аналитик Goldman Sachs по имени Салвин Рихтер пишет отчет для клиентов банка, для инвесторов, которые решат, куда вложить миллиарды долларов. Отчет называется «Геномная революция». В нем аналитик размышляет о том, как новые генетические технологии изменяют фармацевтический рынок. И там есть один вопрос, который звучит как приговор всей медицинской индустрии. Цитата. Является ли излечение пациентов устойчивой бизнес-моделью? Понимаете? Аналитик Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков мира, в официальном отчете для клиентов, который управляет триллионами долларов, задается вопросом, а выгодно ли вообще лечить людей? И они приводят конкретные примеры. Компания Gilead Sciences разработала препарат от гепатита С. Он лечит болезнь, не подавляет симптомы, не замедляет прогрессирование, лечит. 95% пациентов выздоравливают после 20 недель приема таблеток, 20 недель и вируса в организме больше нет. Болезнь побеждена. В 2015 году выручка Gilead от этого препарата составила 12,5 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Через 2 года выручка упала до 4 миллионов. Почему? Потому что больных гепатитом С стало меньше. Препарат их вылечил, рынок сжался. Goldman Sachs пишет дальше, и это надо прочитать вслух. В случае инфекционных заболеваний, лечение, которое полностью излечивает пациента, может привести к сокращению рынка еще быстрее. Вылеченные пациенты перестают заражать новых людей. Они это пишут открытым текстом, в клиентском отчете, который лежит в открытом доступе. Вы можете найти его в интернете за 5 минут. Они не говорят, что лечить это плохо. Они говорят как аналитики. Лечить это невыгодно с точки зрения бизнеса. Потому что вылеченный пациент – это потерянный клиент навсегда. Теперь посмотрите на статины. Это препараты от высокого холестерина. Их принимают миллионы людей по всему миру, каждый день. К 2020 году мировые продажи статинов приближались к $1 триллиону. Что делают статины? Они не лечат причину высокого холестерина, они просто управляют симптомами, снижают цифру в анализе крови. Пациент принимает статины каждый день, всю жизнь. Препарат не излечает, он поддерживает. Компания получает деньги каждый месяц, всю жизнь пациента. Это называется хроническая терапия, и это идеальная бизнес-модель. Пациент не уходит из системы, он привязан к препарату на десятилетия. А теперь подумайте как инвестор. Препарат, который лечит один раз, приносит деньги один раз. Препарат, который управляет симптомами каждый день, приносит деньги вечно. В какой из них вы вложите деньги? Именно этот вопрос задает Goldman Sachs своим клиентам. Инвестиционные деньги уже на него ответили. Они текут туда, где болезнь не лечат, а управляют ею. Есть даже специальный термин – disease-mongering. В дословном переводе – торговля болезнями. Это когда фармкомпании выделяют деньги не только на разработку препаратов, но и создание рынка для них, формирование диагностических критериев, финансирование медицинских исследований, в работу с врачебным сообществом. Легкое беспокойство становится генерализированным тревожным расстройством, нормальная грусть – клинической депрессией, нормальное старение суставов – остеопорозом, который требует дорогого препарата. Под каждое состояние – препарат. Каждый препарат – пожизненный рецепт. Картель ФЭБ сделал так, чтобы ваша лампочка сгорела через 1000 часов. Система современной медицины устроена так, что управлять болезнью выгоднее, чем ее вылечить. И это не потому, что врачи плохие люди, и не потому, что фармкомпании монстры, а потому, что система вознаграждает не за здоровье, система вознаграждает за пожизненного пациента.
В этом видео нет злодеев. Люди, которые основали картель ФЭП, не были монстрами. Они были рациональными бизнесменами, которые решали рациональную задачу. Как не дать рынку рухнуть? Обычные программисты в Apple, которые написали код замедления, вероятно искренне считали, что это помогает пользователям. Защищает их старой батареи от внезапного отключения. Аналитики Goldman Sachs, задавшие вопрос о лечении, просто делали свою работу. Они ищут для инвесторов самые прибыльные активы. Проблема не в людях, проблема в системе. Представьте, что вы SEO крупной публичной компании. Раз в квартал вы отчитываетесь перед инвесторами. Не раз в 10 лет, не раз в 5 лет, каждые 3 месяца. И если прибыль не выросла, акции падают. Если акции падают, инвесторы уходят. Если инвесторы уходят, у вас нет денег на разработки, на зарплаты обычным сотрудникам и на существование. Вас увольняет совет директоров, и на ваше место приходит кто-то другой, кто обещает рост любой ценой. Вот в чем ловушка. Квартальный отчет – это двигатель всей современной экономики, и он физически не позволяет думать на 20 лет вперед. Он заставляет думать на 90 дней вперед, максимум на год. Телефон, который работает 10 лет, это катастрофа для квартального отчета, потому что следующие 10 лет этот покупатель не придет к вам. А значит, выручка упадет, акции упадут, инвесторы уйдут, вас заменят. Поэтому у вас, как у SEO, нет выбора. Система буквально вынуждает вас идти на хитрости, на расчетный обман, на управляемое разочарование потребителя. Достаточно, чтобы он купил новое, но недостаточно, чтобы он ушел к конкуренту. Конечно, вы можете сказать, ну хорошо, но бизнесу уже нужно постоянно расти и развиваться, придумывать новые продукты. Один продукт закрыл проблему, общество отлично, пора создавать другой, решать следующую задачу. В этом же есть прогресс. Звучит разумно, на словах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Скорость современного мира такова, что ни одна компания физически не способна каждые 3 месяца или даже каждый год создавать настоящие инновации, прорывные разработки, которые меняют человечество, новые типы двигателей, реальные лекарства от рака, источник чистой энергии, который дешевле угля, искусственный интеллект. Такие прорывы случаются раз в десятилетие, если повезет, а квартальные отчеты каждые 3 месяца. Знаете, чем на самом деле занимаются лучшие умы мира в крупнейших корпорациях? Не созданием лучших вещей, а поиском идеального баланса между двумя противоположными целями. Первая цель – не разочаровать потребителя настолько, чтобы он ушел к конкуренту и рассказывал всем, какой вы плохой. Вторая цель – не создавать продукт настолько хорошим, чтобы он не возвращался за новым. Это точнейшая настройка. Телефон должен работать достаточно хорошо, чтобы вы его купили, и достаточно плохо, чтобы через 2 года захотели новый. Машина должна ездить надежно первые 3 года, пока действует гарантия, и пока вы рассказываете не друзьям, а на 4-й год начать ломаться ровно так, чтобы ремонт казался менее выгодным, чем покупка новой машины. Ни днем раньше, ни днем позже. Это не случайность инженерии. Это и высшее достижение в рамках существующей системы. Инженер, который рассчитает точку отказа с точностью до месяца, получит премию. Инженер, который сделает вещь вечной, будет уволен. И вот что страшно. Эта система работает. Она эффективна, она дает стабильный рост прибыли, стабильный рост акций, стабильные квартальные отчеты. С точки зрения капитализма, который нас окружает, это успех. С точки зрения человечества, это катастрофа. Подумайте о том, что мы потеряли. Не в деньгах, в потенциале. Каждый гениальный инженер, которого компания направила на то, чтобы он рассчитывал точку отказа пластиковой детали, которая разваливается ровно через 3 года, мог разрабатывать деталь, которая никогда не ломается. Каждый гениальный фармаколог, которому поставили задачу создать препарат для пожизненного приема, чтобы пациент не мог отменить таблетку, мог искать настоящее лекарство. Одна таблетка, и болезнь уходит навсегда. Каждый $1 миллиард, вложенный в маркетинг нового айфона, у которого чуть лучше камера, чуть тоньше корпус, мог финансировать прорыв, который изменил бы медицину или энергетику. Но этого не происходит, потому что система вознаграждает не за прорыв. Система вознаграждает за стабильный, предсказуемый, вечный денежный поток. И здесь мы подходим к самому тревожному парадоксу. Если бы завтра кто-то создал лекарство от всех болезней, настоящее, одноразовое, универсальное, это бы убило медицинскую индустрию стоимостью в $триллионы, миллионы рабочих мест, тысячи компаний, акции фармгигантов обрушились бы за один день. Экономика получила бы удар сильнее в десятки раз, чем в кризис 2008 года, потому что система не ищет лекарства. Не потому, что оно невозможно с научной точки зрения, а потому, что оно невыгодно. Человечество застряло в точке, где лучшее решение проблемы уничтожает бизнес-модель, которая эту проблему обслуживает. Мы не можем вылечить всех, потому что тогда некому будет придумывать лекарства. Мы не можем сделать вечные телефоны, потому что тогда некому будет продавать новые. Мы не можем построить экономику без запланированного устарения, потому что без него рухнет весь мировой рост.
В декабре 1924 года несколько человек собрались в Женеве и решили, что ваша лампочка должна сгореть через 1000 часов. Они думали, что вы никогда об этом не узнаете. Они были правы. Почти 100 лет. С тех пор мир изменился. Технологии стали проще, компании богаче, люди образованней, но логика осталась та же. Ваш телефон замедляется по чему-то решению, ваша машина ломается по чему-то расчету, ваш препарат управляет болезнью вместо того, чтобы лечить, потому что так устроены квартальные отчеты. Мы живем в мире, где создать что-то новое значит разрушить бизнес, где вылечить всех значит остаться без клиентов, где лучший инженер получает задание сделать хуже, а лучший врач прописать таблетки на всю жизнь. И самое страшное не в том, что это происходит. Самое страшное, что это логично, что в рамках правил, которые мы сами установили, это единственное разумное поведение. Любой на их месте поступил бы так же. Вопрос не в том, злые ли корпорации. Вопрос в том, какие правила игры мы готовы принять и до каких пор. Это видео существует по тем же правилам, о которых я только что рассказал. Алгоритм YouTube устроен так, что без вашего лайка и подписки он не покажет это видео следующему человеку. Не потому что видео плохое, а потому что так устроена система. Она вознаграждает не за качество, она вознаграждает за вовлеченность, за клики, за время на экране. Я мог бы вам этого не говорить, просто попросить лайк и все. Но после 30 минут разговора о том, как от вас скрывают правила игры, было бы нечестно скрывать и эту. Если это видео открыло вам что-то новое, поставьте лайк. Не ради меня, ради следующего человека, которому алгоритм его покажет. И если вы хотите продолжать разбирать, как устроен этот мир, как работают деньги, рынки, корпорации и все, что влияет на вашу жизнь, пока вы об этом не думаете, подписывайтесь на мой телеграм. А с вами был Влад, канал Код Денег. Увидимся в следующем ролике.